Здорово! Сегодня я бы хотел поговорить с вами о мультсериале с незамысловатым названием «Бесконечный поезд», что отсылает нас на полнометражный фильм по аниме «Клинок, рассекающий демонов». Так нет. Кто писал этот сценарий? Вообще, сегодня я бы хотел просто поговорить с вами о том, почему же у такого хорошего проекта так мало фан-базы, и почему, по моему мнению, этот мультсериал достоин большего. Буквально неделю назад я взахлеб посмотрел все 4 тома «Бесконечного поезда» и не понял, почему же такой годный мульт вызвал не такую большую шумиху, как остальные мультсериалы Cartoon Network. Но посмотрел его я полностью не просто так, а потому что меня попросили подписчики сделать ролик насчет этого мультсериала. Хотя я не понимаю, что они ожидали от меня услышать, ведь хоть этот мультсериал и не такой популярный, но все, кому не лень, уже успели обмыть ему косточки, успели разобраться во всех его взрослых посылах, объяснили, почему же он рассчитан не только на детскую аудиторию, а также и на взрослых людей. Но все-таки, почему же я не смотрел этот мультсериал до этого? Почему же я отложил его в долгий ящик? Хотя про него я знал уже давненько. Дело в том, что смотря некоторых блогеров, из их уст я слышал, что этот проект провалился, и то, что многие после выхода пилота очень долго его ждали, но многие после выхода мультсериала разочаровались в нем, ведь они ожидали от него совсем другое. Меня очень заинтересовала тема, почему же этот мультсериал провалился, и почему фандом вокруг этого мультсериала так ничтожно мал. Я попытался найти хоть какую-нибудь информацию, по каким же причинам мог провалиться. Хотя, провалился он может быть только по моему мнению, ведь я думаю, что этот мультсериал достоин большего, чем он получил. В этом ролике я просто решил собрать все факторы и рассказать их такому же зрителю, как и я, который ищет ответа. Ведь когда я пытался найти информацию о том, почему же этот мультсериал получил такое маленькое внимание, все блогеры, как назло, знали причину, но не говорили ее в роликах. Это было что-то типа: вы же помните, как провалился бесконечный поезд? Вы же все знаете причину. Мне приходилось по крупицам вырывать некоторые факты, искать самому и убеждаться, что это правда. Недавно я выпускал похожий ролик, где я рассуждал, почему же провалился мультсериал «Злые дни». Кому интересно, можете посмотреть, подсказка будет в правом верхнем углу. Так почему же бесконечный поезд набрал меньше зрителей, чем должен был? Одним из факторов здесь сыграло завышенное ожидание зрителей, ведь они ожидали от первого сезона больше, чем он мог им дать. По пилотному эпизоду зрители подумали, что это будет мультсериал по типу Gravity Falls с приключениями, загадками и многим другим. В итоге первым сезоном оказалась история о подростке, который переживает свои травмы, связанные с разводом родителей. И многие зрители, ожидая от этого мультсериала что-то поистине интересное и веселое, разочаровались, ведь первый сезон не оправдал их ожидания. Многие так и забросили этот мультсериал на первом сезоне, не дав ему шанс раскрыться. Я, как зритель, который посмотрел все сезоны залпом буквально неделю назад и до этого не имел своего личного мнения о нем, ведь даже не смотрел пилотный эпизод, готов сказать с уверенностью, что это был очень хороший мультфильм. Ведь я не имел своего предвзятого мнения о том, какой он должен быть. Я просто насладился картиной и не пожалел об этом. Еще фактором, который сыграл немалую роль и казался гвоздем в крышке гроба этого мультсериала, оказался тот факт, что все серии каждого сезона выходили меньше, чем за месяц. И таким образом, вокруг этого мультсериала не мог успеть образоваться фандом. Ведь зрители не успевали обсудить одну серию, как выходила уже другая, и рассуждение на тему этого мультсериала с такими же зрителями, как и ты, не имело смысла, ведь вот все ответы на блюдечке. Хоть там и осталось много загадок, которые зрители так и не смогли разузнать. Но, как я уже сказал, слишком быстрый темп выхода серий погубил весь фандом этого мультсериала. Я считаю, что если бы создатели этого мультсериала подошли грамотно хотя бы к выходу серий, то вокруг этого мультсериала образовался бы больше фандом, чем он есть на этот момент. А вообще, если тебе понравился этот ролик, подпишись на канал, ведь моя мечта — это 10 000 подписчиков. Не забывай про комментарии, ставь лайки, все такое, а я погнал.